А в этом выпуске мы отметили 2 месяца Теоны. Сходили на вкуснейшую пиццу. Я стал предпринимателем. Посетил встречу блогеров. Посмотрели страстное танго-шоу. Побывали на регате в китайский Новый год. Поставь лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра. Ну что, сегодня нашей девочке 2 месяца. Она так быстро растет, она уже на 2,5 килограмма почти стала больше. У нее ясный взгляд, она нас видит, она на нас смотрит, она нас слушает. Вообще она прелесть. Вот, поэтому, дочь, с днем рождения тебя! Давай. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения Теона, с днем рождения тебя. Ура! Мы вчера очень круто провели время, купались в бассейне много, нажарили кучу мяса, целую, наверное, тонну говядины, стейков вкуснейших. Вот. И, в принципе, да, классно посидели, поздно разъехались. Вот. Но это нам не помешало сегодня идти в больничку. Надо там несколько прививок поставить ребенку. И, возможно, мы еще с кем-нибудь встретимся. Забавно, да? Специально для русских написали. Видимо, вот здесь вот уже. Либо такая клиентоориентированность. В нашей булочке разом поставили 4 прививки. 2 в одну ногу, 1 в другую. И 1 там как-то там закапали в рот. Какой кошмар. В общем, ждем, что что-нибудь с ней произойдет, наверное. Температура повысится, наверное. Что-нибудь такое. Вот, а пока еще все в порядке, мы пойдем позавтракаем, потому что мы с самого утра не завтракая пошли. Ну и вообще мы изредка, ну типа может там раз в недельку ходим в какие-нибудь заведения. Вот. Решили, что будем все равно иногда ходить, чтобы смотреть новые места, пробовать что-то новое. Вот. Но часто не получается, да и незачем. Но раз в недельку стараемся выбираться. Здорово! Привет, как дела? Привет, хорошо, привет. Привет. Ну все отлично. Поставили прививку. Вы тоже? Нет. Нет? Ставили? Ребята, крутяк вообще. Я последние дни занимался всякими бюрократическими штуками, типа получения налогового номера, получением доступа в кабинет на сайте налоговой. Ну, в общем, там много моментов было. И вот только что, значит, мне пришло одобрение с проверки документов, мне все подтвердили, и я только что открыл свою ИПшку в Аргентине. Все, теперь я еще и аргентинский предприниматель, так что можно меня поздравить. Вот, это мне нужно для всей легализации здесь. Это важный момент, важная часть, ну просто очередной этап. В общем, шаг за шагом, планомерно все делаем, все отлично. Сегодня Андрей Анастасиади, это блогер с канала «Мы свалили в Аргентину», пригласил меня на встречу, посвященную именно как раз YouTube-каналам, то есть спикером является продюсер, у которого есть 4 YouTube-канала с
У одного из них золотая кнопка, то есть там больше 1 миллиона подписчиков, и 3 серебряные кнопки, больше 100 тысяч подписчиков. Суть в том, что спикер расскажет, как лучше, правильнее вести YouTube-каналы, чтобы они набирали больше результативности, больше просмотров, больше подписчиков. Честно говоря, не особо я верю вот в эту историю, потому что как работают алгоритмы, YouTube честно рассказывает сам в творческой студии. Как смотреть аналитику, в принципе, тоже. Как снимать видео, да, в принципе, тоже. Вот. Плюс очень много открытых источников на том же самом YouTube. Но, по крайней мере, если даже ничего полезного я не вижу, ну, хотя бы интересно проведу время и пообщаюсь со своим знакомым, вот, с Андреем. То есть он пытался тебя каких-то документов. Если это разные весовые давления, ты будешь понять. Так, ребят, сейчас китайский Новый год идет, поэтому на улицах очень много народу. Очень. Ну что, в целом, как я и думал, мероприятие именно таким и оказалось. То есть, да, большинство информации я уже знал. Я вынес оттуда единственное только напоминание себе на подумать над определенными темами и посмотреть кое-что по статистике, по аналитике. Вот. Все остальное, в принципе, понятно. Поэтому уже второй раз хожу на встречу блогеров. И второй раз пока такое. Ну что, зато прогулялся, зато повидался вот со своим знакомым, с Андреем. И обменялся, кстати, одним неплохим контактом. Возможно, воспользуюсь. Мы уже получили ВНЖ. Уже много чего попробовали и повидали, много где были. И стейки мы поели разные, и вино мы попили вкусное. А вот все еще не были на футболе и на танго. Сегодня решили, что один из этих пунктов мы все-таки вычеркнем, побывав на красивом, национальном, страстном танце танго. Люба нас ведет в какой-то клуб, какая-то концертная площадка. Вот, пойдем смотреть. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? La noche que me quieras desde el azul del cielo,
Ну, в общем, один пунктик мы вчера закрыли. Танго было очень красивое, шоу просто прекрасное. Помимо самих танцев, там выдерживалась какая-то сюжетная линия, то есть танцам передавали смысл. Вот. Ну, конечно, костюмы, грация, вообще на высшем уровне. И плюс еще программа включала в себя ужин. Ну, вот Даша взяла без ужина, а я с ужином. Ну, было нормально. Не прямо чтобы вау, но в принципе вкусно. И туда же входило еще вино, бутылка на 2 человек. Вся такая программа с ужином нам вышла, по-моему, в 25 тысяч песо, без ужина в 15. То есть очень хорошо. В целом шоу очень понравилось. Рекомендую посетить. Ну, просто потрясающе. Это, конечно, ярко, страстно, очень красиво. А тебе как? Ой, мне очень понравилось. Были потрясающие костюмы, какие-то там фокусы. Ой, очень круто. Прям рекомендую. А сегодня китайский Новый год. В разных частях города сосредоточены отдельные такие островки активности, различных мероприятий в честь этого праздника. Сегодня мы решили съездить в район Пуэрто-Мадеро, посмотреть регату. По идее, нам обещали, что здесь будут заплывы лодок в виде драконов. Ну вот, сейчас посмотрим, насколько оно действительно так. Да, ребята, это, конечно, про ожидание и реальность. Ну, мы, по крайней мере, сейчас встретимся с Валей и Васей, их сыном Ваней. Так, хорошее место для встреч, посидим, поболтаем. Вот. Ну и мало ли, но что-то здесь будет более интересное, посмотрим, конечно. Ну, что-то пока такое... Привет! Привет! Какие очки у тебя модные! Ну, на Привет. сайте намного красочнее. Как здоровье? Хорошо, растем. Прекрасно, да видно. Капец. Но здесь повеселее, чем там. Вот, ну, конечно, я себе представлял, что это будет типа как в Турции, знаешь, огромный корабль, который в виде дракона, там пенная вечеринка, вот это все. Да, у них стояли, значит, 4 лодочки. Они вынесли хвосты и головы, подсоединили хвосты и головы. Вот, и каждая команда на этих лодочках потом, когда она их сдает, здесь финиширует, сдает, и они продолжают Ага. соревноваться. А кто на них домой уедет? Я не знаю.
Hola, amigos, Киталь. У нас сегодня выходной день, и мы тут с Дашей поняли, что мы выбираемся куда-нибудь погулять именно по воскресеньям. Какая-то наша получилась маленькая традиция. Сегодня мы идем на прогулку, экскурсию вместе с Любой. Она приготовила нам очень интересную программу. И плюс мы позвали еще Колю с Фаей, и, наверное, будут еще ребята. Ожидается поход в тюрьму и будет церковь. Поэтому пробивайте лайк и погнали! Сегодня в Сан-Тельмо какой-то фестиваль или что-то происходит, какая-то ярмарка. Смотрите, нашел. Это шкура коровы. Очень приятная, кстати, на ощупь. Будь здоров. Мы приехали позже, минут так на 15. И приехали первые. Вот, сидим, ждем. Даша пошла в Starbucks взять холодного кофе на улице, потому что очень душно, влажно и хочется чего-нибудь прохладного. О, смотрите, какой наряд у мужика. Как вам? Люди добрые, Привет, привет. да, здравствуйте. Это где Дарья? Да, ты За кофе пошла. Вот эта часть Сан-Тельмо, я уже рассказала, что Сан-Тельмо самая старая часть не только Буэнос-Айреса, но и всей Аргентины. Отсюда взяла начало Аргентина в 1500 каком-то, я не помню, году, но, в общем, ей около 500 лет. Раса магазин. Значит, вот привет. Итак. Вот. Так вот. Пожалуйста, просим вас. Браво! Нормально, Руся. Руся? Руся. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Так круто. Вот такой вот магазинчик, который, наверное, был бы невозможен в России. Вот здесь можно прийти и купить жвачку с эффектом или поиграть просто на барабанах. Это какое-то значение. Создает пространство, заряжает его. Тюрьма в итоге оказалась закрыта по каким-то неведомым никому причинам. Ну, то есть музей закрыт. Мы посмотрели собор и двигаемся сейчас
в сторону главного собора страны, который на главной площади страны. Вот, идем в ту сторону. Притом идем по параллельной улице от всего вот этого движа. Это очень символичное место, потому что именно здесь захоронен генерал Сан-Мартин. Это отец нации, который освободил из-под оккупации, из-под испанцев Аргентину и сделал ее свободной. Ну и не только Аргентину, еще Чили, Перу и Эквадор. И тут же стоит этот караул, ну прям охраняют. Очень символичное место. Ну, честно сказать, в этом храме очень красиво. Ну, не зря считается самым красивым храмом в стране. Ну, он прям сильно отличается. Но он такой же, наверное, туристический, вот, как и храм Христа Спасителя, Спас на Крови. Я думаю, что да. Вот. А есть очень много других душевных храмов, которые тоже обязательны к посещению. Ну, например, вот когда мы были в Ла-Плате, нам тоже очень понравилось. Вот. Но здесь невероятно красиво. Ну, а нашу длинную прогулку мы закончили вообще в районе Реколета. Мы прошли 14,5 тысяч шагов. Короче говоря, да, подустали немножко, посидели все вместе в кафе, поели. И на том и заканчиваем наш день. Едем домой.